Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного Деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии, не расстраивай всемогущего. Конец печальной истории семьи Тодороки. Официальное подтверждение того, что Даби жив, но вот какой ценой. Встреча Шота со своим старшим братом, где он узнает о нем правду. Слезы Тои и будущее семьи Тодороки. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 426 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 426 главы. Новая глава официально подтверждает, что после того адского сражения Даби выжил. И ссылаясь на недавний ролик об этом персонаже, где мы размышляли в целом, выжил ли Тоя и в каком он сейчас был состоянии, теперь мы узнали, что его глаза уцелели и он вполне способен ими видеть. Однако его нынешнее положение все еще остается тяжелым. Сейчас он находится в специальной капсуле поддержания жизни, без которой Тоя уже давно бы погиб. Но при этом всем, скорее всего, дальнейшее его лечение будет невозможным, поскольку в битве с Энджи Даби нанес своему телу слишком сильные ожоги. Да и слова доктора не обнадеживают, ведь он говорит, что состояние Тои постепенно ухудшается, и в конечном итоге ему не удастся избежать скорой смерти. Навестить же его пришла вся семья Тодороки. После того сражения с Даби Нацу укоротил свою стрижку. На лице Фуюми были небольшие ожоги, а вот у Рэй теперь большой шрам на все лицо. Их мать считала, что Нацу и Фуюми было не обязательно приходить сюда, но Энджи, как всегда взвалив все на свои плечи, упрекнул своей жене, что ей также было не обязательно приходить. Но тут в палату заходит Шота, и пришел он сюда, потому что считал, что так и должно было быть. То же самое, по его мнению, относилось и ко всей остальной части семьи. И вот это действительно верная мысль, ведь сколько бы они ни спорили о том, что во всем виноват только старатель, но по большому счету виноваты были все, ибо их бездействие только усугубляло и так сложную обстановку в семье Тодороки. Находясь в палате, как только Тоя пришел в сознание, старатель сообщает, что с этого момента он больше не будет работать героем и уходит на пенсию. По его словам, он еще до войны с антагонистом хотел поговорить со своим сыном, но теперь, когда он не может передвигаться без инвалидной коляски, Энджи может посвятить все свое оставшееся время старшему сыну семьи Тодороки. Тоя все еще злился на своего отца, говоря, что якобы сожалеет о том, в каком он сейчас был состоянии. Также Тоя назвал его трусом за то, что он решил уделить свое внимание после того, как все закончилось. Однако Энджи нисколечко не перечил Тоя, ведь понимал, почему и откуда пошло его пламя ненависти. К тому же все это время старатель каждый день смотрел их бой, в очередной раз понимая, какую сильную травму он ему нанес. А поэтому теперь Энджи намеревался быть рядом с ним и каждый день говорить, чтобы попытаться хоть как-то наверстать упущенное время. Как отец, он хотел выслушать все его переживания, накипевшие за все эти годы, пусть даже
даже если это будет чистая ненависть. Энджи хотел все это услышать, да и остальная часть семьи также хотела с ним поговорить о многом. В этот момент сердце Даби начало сильно стучать и перегружаться, а поэтому доктор попросил прекратить на сегодня посещение пациента. Вот только Шота хотел перед уходом задать брату еще один вопрос, а именно, какая у него была любимая еда. Но ответа так и не прозвучало, вернее, вообще не было никакой реакции. Поэтому, подумав, что он сильно устал, семейство начало расходиться, собираясь прийти завтра. Однако тут Тодороки услышал ответ: любимая еда Тои — это соба. И к удивлению Шота, это также было его любимое блюдо. Услышав это, Тоя начал плакать, ведь, как и сказал младший брат, их увлечения и правда пересеклись. После чего Даби попросил прощения у Шота. Скорее всего, ему и правда стало обидно, что все обернулось именно таким образом. Возможно, это даже указывает нам на то, что его ненависть все-таки понемногу угасает. Уже на выходе из учреждения Нацу сообщил о своих планах на будущее, говоря, что собирается расписаться со своей подругой, но знакомить невесту со своим отцом он не будет, да и вообще не желает с ним больше пересекаться. Уюми уволилась со своей работы, но вскоре одна знакомая нашла ей новую. Также Нацу считал, что старатель уже выполнил свои обязанности как отца и больше не видел смысла в том, чтобы он себя корил за прошлое. Но Энджи собирался отвечать за случившееся до конца своих дней, а также будет защищать свою семью от последствий скандала с Даби. Нацу говорит, что в таком случае его жизнь будет все еще казаться адом, но старатель считал, что в этом и есть весь смысл, ведь именно поэтому он и выжил после того сражения. И после такой речи даже Нацу посчитал своего отца крутым, что действительно было впервые. Рэй же подбадривала мужа, говоря, что если его жизнь и правда будет адом, то несмотря на все это, с ним все еще есть люди, верящие в него. А также за Энджи все еще переживает Ястреб, который интересовался, как прошел его разговор с Тоей. Я не знаю, как вам, но я думал, что после сражения с антагонистом он погиб, поэтому я был поражен его появлению. Сам же Ястреб в это время разговаривал с Наган, намереваясь ей помочь выйти из тюрьмы, но та предпочла пока остаться в этом месте еще на некоторое время, поскольку боялась, что ее кто-то может опять использовать. В шутку говоря, что она пока поест еду, финансируемую на налоги народа. Джентл и Лабрава теперь снова могут быть вместе, ведь за их заслуги в этой войне им было официально выдано освобождение от заключения. Ну а собственно, почему Ястребу была нужна леди Наган, так это потому, что он теперь стал новым президентом комиссии по общественной безопасности. И теперь он ищет ответственных людей, на которых действительно можно положиться. Последним же фреймом нам показывают Спиннера, лежащего в больничной палате, к которому кто-то заходит, но пока неизвестно кто. Возможно, это будет Деку, ведь у него было послание от Томуры Шигараки. Так что в следующей главе нас, возможно, ждет интересная информация о бывшем лидере Лиги Злодеев. Что ж, эта глава выдалась прям таки неплохой. Наконец-то трагическая история семьи Тодороки начала сглаживаться. Каждый пошел своим путем, а Тоя с Энджи за отведенное ему время смогут нормально поговорить о наболевшем. Не знаю, покажет ли нам Хори еще навещание Даби, но Шота просто обязан будет прийти и поесть с ним собу, даже если Тоя не сможет присоединиться к трапезе из-за самочувствия, но они все равно смогут провести время друг с другом. На следующей неделе без перерывов, так что будем ожидать новую главу. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.